Привет, ребят! Как уже можно было заметить, мне очень нравятся игры, написанные на RPG Maker. Я заметил, что чем старше я становлюсь, тем меньше меня могут удивить новые игры от больших, знаменитых студий, с большим бюджетом и командой, а самые запоминающиеся игры сделаны, как правило, одним человеком или же небольшой группой, ведь для многих из них это настоящий проект мечты, то, что они всегда хотели сделать. Будь то Юми Никки, Undertale или какой-нибудь ваншот. Именно поэтому мне так нравится Garry's Mod. Столько здесь сделано простыми людьми, и некоторые находки так интересны, что просто диву даешься, насколько же талантливы и изобретательны люди вообще могут быть. И когда выдается шанс узнать, как происходил процесс создания, или же откуда пришло вдохновение, я сразу стараюсь это увидеть или услышать. И сегодня как раз такая возможность, потому что я расскажу о картах Тейкота, сделанные им в Garry's Mod, о том, как вся его история начиналась, что мне лично больше всего запомнилось и чего от него ожидать в будущем. Поможет мне в этом сам Тейкота, который согласился на интервью, за что ему огромная благодарность. Итак, начнем по порядку. Тейкота молодой человек, родом из Венгрии. Я не буду сейчас рассказывать биографию или какую-то личную информацию, потому что это было бы неэтично, да и не об этом шла речь в интервью. Нужно отметить, чем его карты вообще привлекают и как я узнал про него. Давным-давно, когда я еще только первый раз установил Garry's Mod, одной из первых карт, которые я скачал, была его «Школа Каигава». На тот момент самый большой его проект. Про нее я чуть-чуть рассказывал в видео топ-10 карт в Garry's Mod, где я поставил на второе место, настолько она хороша. Что очень любопытно во всех его работах, так это то, насколько они цельные. Другого слова я и подобрать не могу, вот честно. То, что есть в названии, то ты и получаешь. И с годами работы становились все более и более амбициозными, и все это вылилось в создание GM Construct Redesign, которая стала самой популярной его картой и попала на первую страницу в мастерской Garry's Mod. На всех его картах есть какая-то особенная атмосфера, и уже по ней можно определить Тейкота. В первом интервью с автором GM Tokyo версия 2 я говорил, что у него на карте атмосфера загадочная, но уютная, а здесь же чувство такое, даже не знаю, меланхоличное, что ли. Большинство карт такие уютные, домашние даже, но как-то грустно на них становится. Начинаешь скучать по каким-то смутным давним временам. Вот так бы я писал его работы. Уютно-ностальгически, хоть никаких четких временных рамок там и нет. Но не все карты Тейкота уютные, потому что он тот еще любитель экспериментов. Школы, клубы, концертные площадки, и ладно, чего такого. Квартиры, самолеты, карты из других игр, пустынные острова. И что меня очень удивило, хоррор-карта. Да, даже страшная, а главное интересная и хорошо сбалансированная. Суммарно на всех картах, созданных им или же с его участием, насчитывается около 259 тысяч подписчиков. А вот еще один интересный факт о Тейкота. Он был одним из разработчиков Hunt Down the Freeman. Да, той самой нашумевшей и провалившейся игры, в которой принимало участие множество зарубежных ютуберов, например, Kimstar, I Hate Everything или Pyrocynical. Но как оказалось, Тейкота работал над дизайном уровней, и только местами, так что к тому, что игра отстой полнейший и вся сломанная, он никакого отношения не имеет. Да наоборот, он говорил обо всех найденных багах, но его сообщения почему-то игнорировались. Ну ладно, пора поговорить о самих картах в Garry's Mod. Начать я хочу со всех его карт, кроме школы Каигавы, так как она занимает отдельное место для меня. Быстренько пройтись по всему, что он сделал, или же поучаствовал.
Пойду я в хронологическом порядке, чтобы можно было четко увидеть, что с каждым разом его карты становились все лучше и лучше. Первая карта Тейкота — аэроплан. И тут действительно самолет. Карта пустая и маленькая, всего 2 зала и кабина пилота, но выполнена аккуратно, без ошибок и плохого освещения. Следующая карта — концерт. Здесь небольшой коридорчик и концертная площадка. Понятно, что автор фанат вокалоидов. Карта опять-таки маленькая, без лишних деталей, четко выполняет поставленную задачу. Место для проведения концертов. Включается дым разноцветный, за сценой какая-то куча мониторов и будка, ну, видимо, гримерка. И сказать по сути больше нечего. Все здесь на месте и пока еще маловато, но уже заметно развитие, даже по сравнению с аэропланом. Зал Яндере-чан. Эта комната вообще была залом главной героини из симулятора Яндере, и порт выполнен максимально хорошо и аккуратно, хоть и очень камерно. За пределами ничего нет, комнатка маленькая и скромная, но сделана потрясающе, очень мило, я бы даже сказал, все ровно и аккуратно, без багов и ошибок. Остров Спокойствия. Это маленький остров в океане, а вернее 2 островка, один побольше, один поменьше. Стоит домик пустой, зато хоть окна бить можно. Все в тумане, а вообще вид неплохой. И тут все ровно, аккуратно, даже стерильно, я бы сказал. Да, действительно, спокойный остров, даже очень. Подвал Яндере-чан. Эта комната вообще была подвалом главной героини из симулятора Яндере, и она еще меньше, чем даже зал. Делать тут правда нечего, только как развлекать себя самому. Дальше. Апартаменты. Дворик, дождь и уютная обстановка. Небольшая прихожая и квартирка с кучей пасхалок по Life is Strange. Даже музыку с ноутбука можно включить. И здесь все нереально уютно, а дождь за окном лишь подчеркивает это. Спокойно, нереально. Ощущение, как из детства. Но вот когда на улице дождь идет, а тебе не с кем гулять, поэтому приходится скучать и сидеть дома. И сразу так меланхолично становится, что словами не передать. Школа Арлингтон. Первая школа из ныне сохранившихся в мастерской. Здесь все выглядит сыровато, если честно, но это и понятно, чуть ли не первая большая работа Тейкота. Кабинеты маленькие и уютные, все разные. Есть и компьютерный класс, и спортзал, и кабинет директора. За школой стоят какие-то машины, небольшой прудик, да и что еще надо по сути. Мне очень нравится здесь маленькая комната с ящиками и стеклянная крыша. Красная кисть пара. Red Palm Pair, короче. Это классный ночной клуб для полуночных существ. И здесь здорово. Сделано все опять-таки аккуратно. Лифт везет нас в кабинет директора. Секретный склад с тюремными камерами и оружием. Книга по Killing Floor 2. Сцена, барная стойка. Да что еще в клубе вообще и должно быть? Освещение приглушенное, все черно-красное. Сразу понятно, что здесь ведутся какие-то гангстерские дела, в которые лучше не лезть. И это понятно без всяких слов, только общим настроением карты, что создать довольно трудно. Но у Тейкота в очередной раз получилось. Дальше идет дополнение, заменяющее звуки шагов на звуки из игры Cry of Fear. Ну и еще я пропустил модельку главной героини Яндере симулятора. А следующая карта — это Дерби-арена из Floatout 2. Или из первой части, я не знаю. Сама игра — это просто заряд адреналина и чуть ли не лучший из аркадных гонок. А режим Дерби — это режим игры, в котором куча машин запираются на одной арене и должны разнести друг друга в клочья. Весело, нереально, это честно. И теперь такое можно устроить и в Гаррис моде, тут даже музыка из игры играет. Карта сочная, все тут на месте. Но есть что-то, что не вписывается сюда. Что-то страшное. А теперь вообще странная карта. Во-первых, это карта для прохождения. А во-вторых, хоррор. На карте «Психушка» есть история, рассказанная через записи людей. Чутка головоломок, чутка страшных моментов, отполированный экшен, густая, напрягающая атмосфера и абсолютная психоделика в конце.
Я удивлен, даже шокирован, как Тейкота получилось сделать такую хорошую, а главное, выдержанную в одном темпе хоррор-карту. Но так уж хороша она получилась, это просто нечто. Но есть один недостаток. Она короткая и продолжения нет, к сожалению. А ведь хотелось бы увидеть еще. Клуб Nightshade. Запрос в интернете не дал ничего, кроме книги сомнительного содержания. А вообще это еще один клуб. Здесь теперь все неоново-синее. Много бутылок, чтобы разбить, несколько песен на выбор диджея, почему-то куча ошибок в туалете, странные маленькие комнатки и какие-то камеры. Ну и конечно же комната директора, куда же без этого. Остров Уганды. Это карта из VR-чат. Здесь живут маленькие Наклзы из Соника, больше и сказать тут нечего. Сокровища, маленькие хижины, в которые даже пролезть нельзя. И, конечно же, вулкан для ритуальных жертвоприношений. Покинутые лаборатории Skilling Floor, игры, по которой я хотел сделать видео в 2019, а получился стрим в конце 2020. Это одна из самых популярных карт из нее. Перенесено все максимально точно и правильно, как всегда. Узкие коридоры, разные комнаты, страшные календари на стенах. Все здесь и даже больше, ведь тут первый раз появляется комната Тейкота, где всегда написано что-нибудь интересное. Клуб Nightshade Reborn. Это ремастер-версия клуба Nightshade. Здесь больше нет ошибок и пары комнат, но карта из-за этого не теряет, а наоборот становится более сфокусированной на своей тематике. А из-за отсутствия багов и пропавших объектов вообще становится лучшей версией клуба. Дальше. Карта, в которой Тейкота указан как соавтор. Попрошу ее запомнить, чтобы сравнить потом со школой Кайгава. А это школа гемблинга, и это почти точная копия оригинальной карты Тейкота, только перезалитая и испорченная. Какое-то поле с коробками, огромная и пустая комната за пределами карты, не несущая в себе хоть какого-то смысла. Странный проход в печь, в котором комната, выход из которой ведет во вход в нее. Сломанная лестница в бассейне, которая не знает, что такое пространство. Это точная копия карты Тейкота, только с парой ненужных дополнений и более сломанная. Она уже не такая жизнерадостная, как была, вся посеревшая, унылая, скучная даже. Пойдем отсюда. Еще одна школа, опять Тейкота как соавтор указан. Школа Харукава. И опять копия, и в этот раз буквально копия оригинала. Здесь изменений еще меньше. Люки на дорогах теперь, вау. Странный забор, который стоит на земле, который лежит поверх другого каменного забора. И странная черная жирная полоса посреди карты. Ну вообще ужас. Не только копия, но еще и плохо скопированная. Вообще никакого уважения. Аэроплан 2. Еще один ремастер старой карты. Теперь самолета, с которого все и началось. Карта все еще маленькая, но теперь отполированная и аккуратная. Между сиденьями не пролезть, все как в реальных самолетах. В кабине пилотов гринскрин, куда же они летят? Шеф? Карта, как и всегда, аккуратная и прямо к сути, просто сказка. Еще одна карта, где Тейкота соавтор, но тут карта хороша. Это огромный аниме-город, сделанный в японской стилистике, и эта карта огонь. Большая, с разными кварталами, где есть все. Парковки, маленькие домики, площадь, скверчик, магазин, полицейский участок, больница, храм, промышленный район с ангарами, Бугурт-Кринж, жилая зона с видом на океан. Окна везде бьются. А главное, школа. Не скопированная у Тейкота, а вдохновленная им. Здесь классно, все есть, для ролевых серверов вообще все, что нужно. Но можно найти что-то страшное. Внизу, под городом, сеть катакомб, и там действительно есть что-то пугающее. А может, самое страшное — это монстр, что живет внутри нас, и которого мы боимся однажды выпустить? Насколько бы хорошим ни был человек, у него всегда есть черная тень. Но иногда ты можешь попасть в темную комнату, один на один с собой. И тьма будет не в комнате, а внутри тебя. Kanye West. Ну и наконец, Construct Redesign. Это новая версия констракта, и тут стало лучше, чем было.
недостроенные дома, таинственная посылка, а я не скажу, с чем внутри. Теперь, потому что после интервью я знаю, в чем ее суть, но сказать не могу. Маленький домик, темная комната теперь, темный подвал, белая на месте, зеркальная тоже, но путь к ним лежит через тьму. И вообще, тут много страшного. За пределами карты есть два светящихся глаза, которые всегда смотрят за тобой. В воде секретный проход, телепортирующий в катакомбы. Контейнер, на котором выцарапано «Оно преследует тебя». И странный баг. Телепортатор доставляет из тайного коридора в катакомбы, вот сюда, возле двери. Он так и должен работать. Но если ехать на машине быстро и заехать на пригорок, то тебя телепортируют в другое место, хоть Тейкота этого и не делал. А за завалами... ужас. Я рассказал о почти всех картах, созданных Тейкота. Просто чтобы дать представление о том, насколько хорошо он справляется с ними. Все очень четкие. То, что в названии, то ты и получаешь. Аккуратно сделаны, а главное с душой. И явно видно развитие его как автора, ведь каждая карта становится больше, красивее, проработаннее. Одним словом, Тейкота не стоит на месте и развивается, и это радует нереально. А теперь настало время для одной карты. Для магнум опуса Тейкота. Для школы Каигавы. Школа Каигава — это маленькая школа, очень милая и уютная. Что здесь такого и чем она так хороша? Да своей приземленностью, в общем-то. Здесь нет никаких крутых приемов, секретов, нереальных пейзажей и выделяющегося вида, хоть текстуры были сделаны самим автором. Как мы уже поняли, Тейкота делает маленькие, но очень хорошо сделанные карты, без всего лишнего, только суть. Зато без багов, ошибок и пропавших текстур, ну, почти всегда. И здесь, так сказать, звезды сошлись. И дизайн локации, и авторские текстуры, и освещение, и то, насколько хорошо все сделано. Все здесь и работает как нельзя лучше. Но это с технической точки зрения, а по настроению на карте что? А настроение тут очень спокойное, как всегда. Но вместе с тем какое-то, ностальгическое, что ли. Ходя по этой карте, как-то задумываешься невольно о давно прошедших временах из детства, когда ты и сам был школьником. Пустые коридоры, пустые классы. Все здесь выглядит, будто бы ты очень рано утром пришел, а еще никого нет. А что на карте есть? Есть классы с партами и стульями, какая-то комната с печью, центральный двор, кабинет директора, компьютерный класс и кучка всяких клубных комнат. Клуб боевых искусств, клуб рисования, где играет эта музыка, клуб оккультных наук, все здесь. Можно на крышу подняться, хоть там ничего по сути и нет. К этому моменту уже наверняка появился вопрос: Андрюх, что это за чушь? Почему почти все его карты пустые? А дело не в том, что Тейкота не может расставлять предметы, декорировать, а в том, что большинство этих карт предназначены для ролевых серверов. Это страшное место, где люди отыгрывают какую-либо роль, как сценка или видео, только в котором ты принимаешь участие. Поэтому карты должны быть пустыми, чтобы можно было заполнить их чем угодно. Есть и ночная версия школы Каигава, и здесь вообще уютно нереально. Сразу вспоминаю, когда я был в армии, мы шли в казарму с ужина и по пути зашли в курилку. И вот стою я, зима, темно, смотрю на небо, а там звезд много-много, и так хорошо от чего-то на душе было, что я вот просто есть и могу в жизни этим небом насладиться, что на всю жизнь мне это запомнилось. И здесь ощущения примерно такие же на ночной версии этой карты. Так просто и уютно, что аж слеза наворачивается. Но, угадайте что? Даже это еще не все. Есть же ведь вторая версия. Школа Каигава ремастер. Полностью переделанная версия. Очевидно, что карта вдохновлялась Яндере-симулятором, но честно, это его даже превзошла. Выглядит просто превосходно. Все яркое, цветное, такое, как и должно быть.
Вокруг школы теперь много чего есть. Сарайчик, футбольное поле, беговые дорожки, потрясающее дерево, бассейн, концертный зал, сауна и даже свой лабиринт из зарослей, как в Гарри Шпротере, с порталом прямиком в ад. Там скриншоты того, как весело Тейкота было играть здесь на ролевом сервере. Воспоминания, в общем-то. Сама школа теперь еще больше. 3 этажа вместо 2. Тут теперь, правда, кабинеты вообще пустые. Зато появились еще такие комнаты. Медпункт, клуб кулинарии, клуб караоке, клуб рисования. Я нарисовал вот это, кстати. Клуб оккультных наук, 2 подсобных помещения, компьютерный класс с установленным на него Helltaker, к сожалению, библиотека, кабинет директора, комната школьного консульства, литературный клуб и, конечно же, крыша. Огороженная, правда, но это чтобы никто не упал, правильно, безопасность. Центральный фонтан стал меньше и аккуратнее, что хорошо. Здесь очень много чего можно делать. Мы даже в Проб-Хант тут играли. Давно, правда, когда он еще не работал. За камнем. За каким камнем? Огородным, как Влад. Но есть и зимняя версия, новогодняя. Вместо дерева теперь елка. Да какая! Карта вся в снегу, столовая украшена, прудик замерз и вообще красотища теперь невероятная. Эта карта во всех своих версиях очень хороша. Вообще отличная, больше того. Идеально сделана, стилистически подобрана. Моей единственной претензией было то, что в классах нет мебели вообще. Но почему? На это ответит сам автор Тейкота. Сделаю я так же, как и в тот раз. То есть оставлю оригинальный разговор с Тейкота, а слова переведу и напишу субтитры. У каждой карты есть своя история создания. Так почему же Тейкота решил сделать ее? Well, I remember when I first made Kaigawa High School, I was a huge fan of Yandere Simulator's map, and I always wanted to make my own high school map because I've never found any on the workshop. So actually, the main backstory for the map is Yandere Simulator. Вообще-то, Кайгава и Арлингтон это не первые школы, сделанные Тейкота. Была еще одна, Angelwood, но сейчас она удалена, и у меня осталось только сохранение, которое сейчас, понятное дело, не работает. Но почему? Angelwood High School is a difficult question for me, and I always wanted to forget this map, and I will tell you why. I remember when I first worked with Angelwood High School, it was a great project for me. It was a different school from Kaigawa High School. I guess it was the second one. I mean the second anime style high school. I made a big mistake with the map and with mostly the texture files. So it collided with other maps' texture files, and that was the reason why I put it down from the workshop, because it collided with Kaigawa High School. But I realized that when I deleted the map file, it wasn't on my computer. So actually I've lost the map file. But I got in mind to rework Angelwood High School. Очевидно, что Тейкота умеет и рисовать, текстуры же он сам делал, и модельки переносить, да и вообще много чего. Но почему он вообще начал делать карты в Гаррис моде, такой устаревшей на нынешний момент игре? So I remember when I was 11 or 12, maybe 11, when I started making maps for Counter-Strike 1.6 and for Swan Cup, and after that I tried to make a small game project from Half-Life 1. And one of my friends showed me Garry's Mod because he knows that I'm a really huge fan of Half-Life 2. And when I first tried the game at my friend's home, it was actually fantastic. I fell in love with Garry's Mod, and I was wondering if I can make maps for this game. And one of my friends told me that I can download the source SDK from the workshop and I can make maps for Garry's Mod. Maybe that was in 2014 when I first made maps for Garry's Mod. And the other reason is I mostly like to make artworks and
and wallpapers in Garry's Mod, and I was wondering if I can make it on my own maps as well. And when I tried to search for maps in Garry's Mod for projects, I never found any which I like, so I got in mind to make my own maps. After that I've done it, I got in mind to share it with other people. Неужели он сам нарисовал текстуры для своих карт? For Kaigawa High School, I drew them mostly by myself with Paint.net, but you can see mangas on the wall. I clearly downloaded it from the internet and edited with Paint.net, but mostly the textures I've made it with Paint.net. Ну, а что вообще значит Тейкота? Ведь раньше он использовал псевдоним Рику-чан. Это до сих пор есть на ранних картах, в том числе и на Кайгаве. Из-за чего сменил имя? The reason because one of my friends told me that Rikuchen is actually a girl name, so I searched for it and I found out in Final Fantasy there is a Riku named character and she was actually a girl, so that's why I changed it. And Teikoto is actually, it's meaning nothing. I've put it from two names, from Koto and Tei. Koto was because there is this Japanese instrument and I like the sound of it. And Tei is just come from nowhere. Вторая версия карты вся такая радостная, яркая, и тут не пойми откуда ад. Но зачем он здесь? I wanted to make a short Easter egg for the player base from French. They invited me to their server, and even if I can't speak their language, it was a pleasure and it was fun to playing with them. And that's why I got in mind to make a small Easter egg on the map. Как я уже и сказал, на карте нет мебели, и я небольшой поклонник этого. Наоборот, это мне как раз и не понравилось. В топ-10 карт в Garry's Mod я предположил, что сделано это, чтобы игроки сами расставили мебель, как хотят и какую хотят. Но так ли это? There is two reasons behind this. The first reason is I wanted to let the players decide how the classroom should looks like, so they can furnish it or design it. And the other reason is because of the source engine limits. When I tried to put furnitures on the map, it's actually... If it took too many memory, the map will delete texture files while you play on it. У Тейкота столько клубов, Nightshade вообще в двух версиях, но как он появился? It came from when I played with Sleeping Dogs Definitive Edition, and I really like the atmosphere from this game, mostly Club Bam Bam. And it was the most reason why I have made Club Nightshade. И карта Аэроплан тоже есть в двух версиях, но нравятся ему самолеты? Или в чем вообще суть карты самолет? The main reason is because of that one video on YouTube. I really liked the video project. I really liked the stories on that airplane, and I wanted to make my own aeroplane map. But I wasn't pleased with it, but anyway, I uploaded it, but after all, I remade it with the Airplane 2 map. В описании одной из своих работ Тейкота написал, что работает над хоррор-версией школы Кайгава, но потом сообщил, что этого не будет. Но может он вернется к хоррор-тематике? Yes, it was a plan for the first Kaigawa High School, but after I realized that the map it's actually reached the limits of the source engine, I just forgot the concept to make the horror version for the map. But sometimes I'm thinking of making the horror version for Kaigawa High School 2, but I don't know. Тейкота не очень любит, когда ему пишут, чтобы поиграть с ним, но любит, когда ему сообщают о багах на его карте, и он это исправляет, выпуская обновления. Но будут ли в будущем обновления на уже вышедшие карты? For Kaigawa High School, yes. For GM Construct redesign, yes. And for the airplane, I'm not 100% sure because I don't have any idea how should I continue it. But I will try to finish it. I will try to update it. Карта с аниме-городом нереально большая, но неужели Тейкота сделал все сам? Да? Тогда почему он указан как соавтор? RP Anime Planet, it's not my map. The creator just used my content, used my buildings and tagged me as a contributor. То, что есть у него, это отличные работы, просто отличные.
Но не будет же Тейкото останавливаться на этом. Что ждет нас дальше? Какие карты? The first map project I wanted to publish is GM Flatgrass redesign, because a lot of people asked me about Flatgrass, and the other map project is actually a horror map project, but I have the idea to make it for VR. На входе во вторую версию школы Кайгава есть интересная вывеска, на которой указан номер, электронная почта и сайт этой школы. Но зачем они? I just wrote my imagined phone numbers. It's actually, you cannot call it and you cannot reach the website. Рядом с этим местом есть еще один билборд, только на этом какой-то энергетик «Удар дракона». Это отсылка или нет? It's actually the Easter egg for the energy drink, Dragon Kick from Sleeping Dogs, because the main actor always drink it, the Dragon Kick. Тейкото указан как соавтор еще нескольких карт, конкретно 2 школ. Но зачем оно ему надо? Это же ведь просто копии. The creator just asked me, I let him to edit my map, he uploaded it and tagged me as a contributor, but I always testing the maps, what other people making from my work. I hope one day he will update it, because Harukawa Season School have a lot of bugs, what I don't like, mostly texture bugs. I don't know if you saw that, these black contour lines on the map. Создавались ли эти карты как карты для ролевых серверов или же нет? Yes, mostly for role-playing server. I always wanted to see people playing on my maps. That's why I made it specialized for role-playing games. На карте Кайгава была очень странная комната. Такая же, как и остальные, но только у этой обои синие. И я никогда не понимал, зачем. I guess you're talking about the top, I mean the third floors. It's for the teachers. Хочу сказать огромное спасибо Тейкото. Не только за то, что он согласился на это интервью, но и за то, насколько сочная у нас потом с ним была беседа. Так классно видеть, что люди из разных стран, точно так же, как и я сейчас, занимаются своим любимым делом, и мы с ними можем связаться через интернет и очень классно поболтать. Если на карте маленький Токио меня поражало внимание к деталям, сюжет и отсылки, то здесь хочется выделить отдельно само разнообразие этих карт. Ну, так их много и все разные. И самолеты, и хоррор, и школы. Второе, это то, насколько они качественно сделаны. Текстуры подходят идеально, ничего лишнего, никаких багов. А все потому, что Тейкото заботится о своих творениях. В-третьих, уникальный авторский стиль. Ведь сделать настолько уютные карты нужно еще постараться. Ну и само собой, огромное спасибо вам, зрителям, за то, что досмотрели до конца. Правда, спасибо. Я столько сил вкладываю в такие большие видео, как обзоры или вот это. Ночами буквально не сплю. Зато потом очень радуюсь, когда читаю комментарии или вижу то, что это вообще смотрят. Спасибо огромное. А на этом я заканчиваю. Впереди нас ждет еще много интересного. Так что увидимся.